Продолжим наши увлекательные россказни об истории польских финансов. А история польских финансов, она неотделима от истории Польши, истории Речи Посполитой. В прошлой лекции мы остановились на рубеже 16-17 веков, когда Жигимонт III Ваза втянул Польшу и Речь Посполитую в бессмысленную, кровопролитную и пожирающую неимоверное количество ресурсов династическую войну со Швецией. Она шла не год, не 2, не 10. Она шла с небольшими перерывами 50 лет. Она сожрала огромное количество финансов. Она не принесла никакой пользы Польше. Она принесла страшный ущерб Речи Посполитой. Я еще понял бы, ну и в принципе понимаю и вижу логику в продвижении Польши на юго-восток. На благодатные земли Украины, Поднепровью, Заднепровью. Там все понятно. Там черноземы, там пшеница, там реальные живые бабки. А воевать ради того, чтобы воцариться в Стокгольме, это предел идиотизма. Но Жигимонт III достаточно долго и сначала даже очень успешно воевал со Швецией, нанес единственное поражение, но затем Густав Адольф поставил поляков на место. И с завершением правления Жигимонта III война слегка приутихла. Это не мудрено, потому что после победы при Киркгольме, когда поляки разнесли шведов в клочья, последовала очень неприятная битва при Гневно. Нельзя сказать, что при Гневно поляки проиграли. Нет, не совсем. Это будет неверно. Поляки не выиграли. С 26 по 29 сентября 1626 года поляки пытались снести шведскую пехоту, занявшую редуты на пути к Данцигу. Дело в том, что шведы, понимающие, что главное в войне это выбить экономическую основу у противника, они закрыли для польских барок зерном Вислу, подъезд к Данцигу. Поляки перестали иметь возможность получать живые деньги за свой главный и единственный экспорт-товар. Естественно, они пытались прорвать шведские укрепления и пробить дорогу на Данциг. У них ничего не получилось. 3 дня шла битва, 3 дня блестящая польская кавалерия пыталась снести шведские укрепления, и 3 дня шведская пехота бодро и энергично расстреливала польскую кавалерию мушкетным огнем. У поляков ничего не получилось, и поляки вынуждены были отступить. Хуже того, после того, как мир был заключен, и поляки смогли вновь экспортировать пшеницу в прежних объемах, начал падать спрос. Не потому, что в Европе стали меньше есть, в Европе стали меньше покупать. Европа втянулась в пучину 30-летней войны. Куда, кстати, потом втянулась и Швеция на стороне своих протестантских братьев, так сказать, в кавычках. Но это дело такое. Польша, надо сказать, в 30-летней войне не участвовала. Хватило ума у Владислава IV не лезть в эту мясорубку. Польша воевала на востоке. Сначала Польша воевала с Москвой за Смоленск, потом Польша начала готовиться к войне с Турцией за юг Подолии и дальше еще к Буджаку. Но эта война, к сожалению, или к счастью, не произошла. Не суть важно. Суть в том, что нововведения в военном деле, а они шли постоянно, потому что война шла непрерывно и способы убийства людей совершенствовались с каждым днем, она требовала резкого изменения структуры войск. Поляки вынуждены были идти на то же самое, что делала Западная Европа. То есть увеличение количества пехоты, обученной пехоты в своих войсках, уменьшение роли посполитого рушения. То есть даже кавалерия, которой поляки были сильны, она тоже комплектовалась на основе вольного найма, то есть стоила денег. А денег в казне не было. Денег в казне не было. То есть Владислав IV какие-то доходы получал с тех же копий велички, с королевских имений,
с акцизов, с таможенных сборов, но это было очень мало. Этого не хватало на полноценное войско. И Владислав IV пошел на необычный шаг. Когда венецианские послы приехали к нему и предложили поучаствовать в войне против Турции, Владислав сказал, что вопросов нет, он готов, но ему нужны деньги. Всякая война стоит денег. Венецианцы пожали плечами, потом кивнули, сказали: хорошо, деньги будут. Владислав решил, что опираться в войне с Турцией, а эта война была в степях, он будет не на коронное картонное войско, которое было малочисленным, не на ополчение, которое теряло свой смысл с каждым годом все больше и больше, не на помощь магнатов, которые ему не помогли бы, а на казаков. Он рассчитывал на казаков. И фишка в том, что, в общем-то, он был достаточно прав. В то время по южному окраину Речи Посполитой казачество довольно широко расселилось. Речь Посполитая защищалась Запорожской сечью от татар и от турков. И поэтому, в общем-то, сделать упор на казачество — это было логично и правильно. Тем более, что, в общем-то, платить казакам нужно немного. Достаточно внести их в реестр, дать им личную свободу и права шляхетства, а дальше все будет на мази. Эту вот грядущую войну с Турцией помогал готовить Владиславу IV канцлер Ежи Солинский, назначенный в 1643 году. Он понимал, что королю будет трудно одному справиться с этим вопросом, и активно ему помог в подготовке к войне. С целью предварительно заручиться расположением казачьей старшины, Владислав IV тайно призывает в столицу 4 делегатов от командования реестровых казаков. 3 исаулов: Ивана Барбаша, Илью Краимовича и Ивана Нестеренко-Бута, и чигиринского сотника Богдана Хмельницкого. Послы были совершенно секретно, король думал, что совершенно секретно, были приняты королем и канцлером Солинским. На этом совещании король Владислав немножко перешел края, превысил свои полномочия. Он пообещал увеличить реестр с 1000 до 20 тысяч казаков. Он пообещал веротерпимость, едва ли не отмену унии. Более того, еще вроде бы даже как-то, есть такая легенда, что вручил Барабашу декрет о свободе совести в русских воеводствах. Магнатам это крайне не понравилось. Потому что в ситуации, когда они с каждым месяцем все больше и больше теряли от поставок пшеницы, мало того, что падали объем, падала цена. Тут вырисовывался еще один кунштюк короля, который ему резко не нравился. Король собирался опереться на казаков, которые для магнатов были нож острый в спину. Поэтому на заседании 1606 года Сейм принял решение наложить запрет на какое бы то ни было увеличение состава регулярной польской армии и пригрозил Осолинскому отстранением от должности в случае повторения подобных кунштюков. Как следствие, Владислав IV был вынужден отказаться от этой части своего проекта. Правда, в своем выступлении в Сейме высказал довольно любопытное мнение о нежелании считаться с интересами русского православного населения. Я позволю себе зачитать, потому что это важно. «Всякое правление насильственное и тиранское никогда не было прочно и долговременно. Но я, конечно, вынужденно и взаимным интересом их согласия накрепленное, неукрепленное, всегда разрушалось и с треском падало. А что народ русский с городами, селениями и землями своими соединился с Польшей добровольно, на одинаковые и равные с нею права и преимущества, всего опровергнуть мы ничем не можем, как утвержденного торжественными договорами и пактами, в привилегиях и архивах хранящимися. Ежели же на опровержение того поставить причину народного возмущения, то справедливость требует противоставить им и гонения на них, нарушающие права и свободы народные». Таким образом, Владислав IV прекрасно понимал, что нарастающее напряжение между казаками и польской магнатской верхушкой рано или поздно прорвется гнойным нарывом. Он это чувствовал и понимал. Ситуация еще ухудшилась в 1643 году, когда экспорт польской пшеницы впервые перестал удовлетворять валютным запросам польской казны. То есть баланс внешней торговли стал отрицательным. Польша начала ввозить, даже считая то, что экспорт польской пшеницы был просто колоссальным. Но слишком много нужно было Польше, не имеющей собственной промышленности. Магнаты естественным образом пытались увеличить прибыльность своих украинских имений. Дошло до того, что барщина стала составлять 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Православные церкви
владельцы фольварков начали сдавать в наем евреям. То есть еврей, взявший церковь в аренду, брал с русских прихожан, с православных, деньги за то, чтобы они могли совершать какие-то таинства, просто приходить помолиться. Крещение, свадьба, поминки, все это было платно. И вот это уже было караул. Это был реально караул. Нельзя сказать, что в 1840 году началась какая-то удивительная, необычная, неожиданная гверилья украинских казаков против польших ни с того ни с сего. Нет. Ни с того ни с сего ничего не было. Все было понятно. Это было недовольство казаков вполне естественным. Король мог погасить пожар. Реально мог. Увеличить реестр до 12 тысяч. Прекратив бессмысленное и вызывающее унижение православной церкви, которое творили ксензы и евреи на территории Руси. Ведь Богдан Хмельницкий поначалу даже в самых своих страшных снах не думал о воссоединении с Москвой, что ему старательно приписывали все российские историки, что царские, что советские. Он был человеком вполне себе польской культуры и ментальности. Единственное, на что он поначалу претендовал, на гетманскую булаву. Увеличение реестра и свободу вероисповедания в юго-восточных областях Польши. Ни о какой отмене сюзерена речи вообще не шло. В принципе. Об этом никто не думал. Вот этого даже предположить никто не мог. Изменить Польшу – это бред. Богдан Хмельницкий реально сражался за Польшу всю свою жизнь. Он поступил в казачье войско, участвовал в польско-турецкой войне 21 года. В битве при Цицоре был убит его отец. Сам Богдан Хмельницкий пал в плен и 2 года пробыл в Константинополе. Его выкупили чаянием короля Владислава Жигемонта. Он был любимчиком короля Владислава IV. Был пожалован им именным оружием за участие в взятии Смоленска. Хмельницкий реально был героем войска польского. Увы, времена Владислава IV, который был лоялен казакам и, в принципе, веротерпим, и понимал, во что выльется иезуитская нетерпимость православию и постоянное увеличение угнетения украинского христианства, они закончились. В 1848 году престол занял последний король из династии Ваза Ян Казимир. Этот красавец провалил все, что только можно провалить. Разрушил все, что только можно разрушить. И проиграл везде, где только можно было проиграть. И даже там, где нельзя было проиграть, он тоже проиграл. Удивительный король. Его по сию пору в Польше вспоминают с налетом легкой грусти. Да. Не будем вдаваться в подробности войны между Польшей и Запорожской сечью. Там были и победы казаков под Желтыми водами или под Батогом. Там было поражение их же под Берестечком. А это дело такое. Фишка в том, что эта война естественным образом привела запорожских казаков в поиску союзника. Потенциальных союзников было 2. Турки-татары и Москва. И понимая, что в одиночку им не выдержать, что одними легкоконными казаками войны не выиграть, а что на подготовку и создание и обучение пехотной армии нужны огромные деньги и достаточно большое время, ни того, ни другого казаков не было, естественным образом Хмельницкий обратился к Москве. Несколько раз посылал туда посольство, и в конце концов Алексей Михайлович решил принять под свою руку губернии Малороссийский. Что, естественным образом, в 1654 году начало войну между Речью Посполитой и Москвой. Очередную войну, которая не из числа. Причем московские войска, хорошо оснащенные, хорошо подготовленные, вымуштрованные и многочисленные, достаточно легко справились с литовским ополчением, небольшими гарнизонами и воинскими частями Речи Посполитой на Литве. И уже к концу 1954 года заняли практически весь восток Речи Посполитой, нынешнюю Белоруссию, часть Литвы и часть Латвии. Речь шла о том, что русские уже могут захватить Вильню, русские могут захватить Ковно. Они заняли Брест и Гродно. Московские войска заняли полностью весь восток Речи Посполитой. И с этим еще как-то можно было перетерпеть, потому что основные экономические и административные центры Речи Посполитой лежали западнее и южнее. Но в 1655 году начался потоп. А это уже совсем другая история, гораздо более интересная.